привет, меня зовут Аида, добро пожаловать на мой любимый YouTube канал «Вкусно по-корейски». В Корее очень-очень холодно, мороз, минус 10, 13, в общем, недавно был снег, и про что же снимать видео в такую погоду, как не про мороженое. Сегодня речь пойдет о корейском мороженом. А вы, наверное, думаете, при чем здесь мороженое и все вот эти зелени и овощи на моем столе? Я вам объясню. Так как мы говорим о корейском мороженом, естественно, это будет необычное мороженое. Никакого шоколада, никаких сиропов и джемов. Как считают сами корейцы, это мороженое полезно для здоровья, если, конечно, это вообще возможно. В общем, мороженое называется BB Big. Выбрала я его не случайно, у него есть именно вот серия из всего вот этого, серия мороженого. Вот такая пачка. Это оригинал BB Big, он с красной фасолью, по-корейски эта фасоль называется пат, по-русски адзуки. Вот такая вот маленькая красная фасоль. Я всего приготовила понемножку, вот отварила и тыкву, и фасоль, чтобы пробовать реальный продукт и сравнивать со вкусом мороженого. Вообще, почему я решила снимать видео про BB Big? Я недавно на YouTube увидела видео, где американский блогер угощает в Америке вот знакомых, прохожих вот этим мороженым BB Big. И, кстати, именно этим вкусом пата. В общем, там реакция была просто, не знаю, я валялась от смеха, так что если вам интересно, если хотите посмеяться, то вот найдите в YouTube, как вот американский блогер угощает прохожих мороженым BB Big. Серия этого мороженого состоит из 5 разных вкусов, полезных для здоровья. Буду доставать по одному, чтобы не растаяли. И достала я заранее только мороженое BB Big со вкусом пата, потому что когда оно стоит в морозилке, оно просто так замерзает, превращается в лед, которым просто можно разбить стакан, я не знаю, или голову. Теперь о самом мороженом BB Big. Выпускает компания Pinkgre с 1975 года, здесь тоже вот написано, то есть целых 45 лет, очень давно начали его выпускать. Этот вид мороженого, вот именно BB Big, вот эта серия из 5 мороженых с зеленью, вот с тыквой, с патом, оно популярно только среди взрослого населения Кореи. Детки, конечно же, не любят такой вид мороженого, потому что они любят, конечно, шоколад, все сладенькое и вкусное. Даже вот мой муж говорил, что когда он был маленький, он вообще никак не воспринимал мороженое BB Big, вообще он его ненавидел, а сейчас в последнее время уже начал кушать, что означает, что уже мой муж потихонечку, наверное, стареет. Я не пробовала, я не знаю даже, что внутри упаковки тех 4 вкусов. Единственное, что я видела вот по видео в YouTube, вид вот этого мороженого. Остальное у меня все будет таким сюрпризом. Так, будем пробовать. BB Big со вкусом пата, то есть красной фасоли. О, оно у меня уже подтаяло прям так хорошо. Вот так выглядит BB Big со вкусом пата, коричневый. И сразу прям видно, что очень много вот этой фасоли внутри отварной. Но если не знать, с чем мороженое, то кажется, как будто там кусочки шоколада. Да, будем пробовать. Очень холодно. Очень-очень сладкое мороженое, но в Корее из этой фасоли делают кашу, паджук. Долго-долго варят, вот сладкую кашу делают. И на вкус это мороженое, если кто пробовал корейскую эту кашу, такое чувство, как будто просто в кашу засунули палочку и положили в морозилку. Прям одинаковый такой вкус вот этой каши. Мне очень нравится, очень вкусно, хотя саму вот эту кашу паджук я не очень люблю, а вот здесь за счет того, что само мороженое тоже оно сладкое, плюс здесь молоко, конечно же, это вкусно. Первое мороженое от BB Big мне очень понравилось, вот смотрите, прям куски вот этой вот фасоли. Вы знаете, во рту мороженое прям сразу так не растворяется, а вот какие-то кусочки остаются, вот реально как будто просто заморозили кашу из фасоли. Знаете, что я не сделала? Я же планировала сначала пробовать оригинальный продукт, но, да, то же самое, если прям обильно посыпать отварную вот эту фасоль, добавить немножко молока, то очень будет вкусно напоминать вот этого мороженого. В общем, этого мороженого я ставлю 5, прям такую твердую, мне очень понравилось, очень вкусно, сладко. И я еще хотела вам рассказать именно про эту фасоль, про пат.
как вот у нас заведено считать, что чеснок отгоняет вампиров, да, вот такие сказки есть, и детки в это верят. Также и в Корее раньше считали, что вот этот пад, он отгоняет призраков. И поэтому в декабре 21-22, вот в ночь, это считается самой длинной ночью в году, и, как мы знаем, призраки приходят к нам по ночам в гости, корейцы раньше считали, что в эту ночь, самую длинную ночь, нужно приготовить вот этот паджук, кашу вот эту из красной фасоли и много-много покушать, чтобы некие призраки и привидения к вам домой не пришли. Так, дальше. Следующее мороженое BB-Big со вкусом инджольми. Кстати, американцы часто путают и быстро, когда говорят это слово, то у них получается enjoy me. Очень так смешно. Что такое инджольми? Инджольми это вот вид корейского тока. Вот так он выглядит. Я вообще не большой любитель тока. Именно этот ток был раньше супер-супер популярным среди детей. Но уже нет такой большой популярности. Думаю, из-за того, что на данный момент уже в Корее очень много видов разного тока. Поэтому выбор очень большой. Так. Ну, в принципе, я знаю вкус инджольми. Примерно теперь имею представление, какого вкуса будет мороженое. Но, вы знаете, если убрать ток и оставить только этот порошок инджольми, то он совершенно безвкусный. И очень-очень во рту вот неприятно от этого порошка. Сейчас будем смотреть, что же нас ждет в упаковке с мороженым. Так. Вот. Мороженое само цвета, конечно, этого порошочка инджольми. Вот такое мороженое, симпатичное. Лед, смотрите, как. Мороженое, в общем, слишком прям замерзает. Вот это BB-Big в морозилке. Получилось откусить совсем немножко. Вот видите, здесь кусочки тоже. Ну, мороженое мне, конечно, нравится намного-намного больше, чем сам порошок вот этот инджольми, из чего делают ток. Ну, естественно, здесь и сахар, здесь опять же молоко там или сливки, не знаю, что, из чего они его делают. А вот оригинальный порошок, он, как я уже сказала, он реально невкусный. И иногда даже прилипает к нему, это очень неприятно. Очень сладкое. Не знаю, почему не нравится деткам. Оно реально супер-супер сладкое. Нет никакого такого специфичного вкуса или запаха, не знаю. Очень вкусно. Это мороженое я тоже ставлю такую твердую 5. Так, дальше. Третье мороженое BB-Big. Вот такая упаковочка. Вкус черного кунжута. В принципе, я очень люблю кунжут, неважно, светлый либо черный. Вот такой вот черный кунжут должен быть мороженым. Но, как я и сказала, уже я его люблю, поэтому думаю, что мороженое мне очень понравится. Хотя реально я не представляю, как можно сочетать вот эти два продукта. Могу просто даже кушать, я очень люблю. И сам кунжут, и казинаки. Вообще любитель всех таких вещей. Но, кстати, черный кунжут, он прям так, как сказать, он горчит намного сильнее, чем светлый кунжут. Будем смотреть, как он сочетается с мороженым. Мне, кстати, из всех 5 видов больше было интересно узнать именно про этот вкус. Потому что... О, смотрите, какое оно серое, черное. Да, конечно, такое мороженое ребеночек покушать не захочет. От одного его вида. Тоже очень сильно замороженное. Сладко. И, если честно, я совсем не чувствую вкуса кунжута. Очень сладкое, молочное. И вы видите, если сравнивать с предыдущими BB-Big, то здесь не целиком кунжут, а вот он мелкую-мелкую такую крошку прям в порошок. Не могу сравнить с каким-то мороженым, о котором мы бы с вами могли знать, которое вы пробовали. Оно реально не похоже на тот вкус мороженого, к которому мы привыкли, но оно такое нежное во рту. Очень приятно его кушать. Если, конечно, подождать пару минут, чтобы оно растаяло, думаю, прям будет супер. И еще, оно
не такое приторно-сладкое, как предыдущие. Вот предыдущие два были прям, ну, супер они были сладкие, очень много сахара. А здесь не так много. Такой умеренный вкус вот этого вот сахара мне очень нравится. Единственное, что вот жалко, говорю, я ждала именно вот этого мороженого, чтобы именно его попробовать, но вот вкуса такого прям ярко выраженного кунжута здесь нет. Еще смотрите, что внутри. Есть такие белые кусочки. Кстати, вот не подумала я сказать о предыдущих. В них тоже были вот такие белые кусочки. Это корейский ток. Добавляют тоже в мороженое в бибикане. Но если кушать обычный ток, то он очень такой сладкий, такой насыщенный. А здесь, потому что и так и здесь сахар, то я думаю, что добавляют такой пресный ток. И он немножко как жвачка. Очень приятно его так жевать, очень вкусно. Кстати, насчет именно кунжута, неважно, черного или белого, корейцы очень его любят. И очень часто добавляют в само блюдо при приготовлении, либо же украшают им свои уже готовые блюда. Если вы вот смотрели мои рецепты корейских блюд, то вы тоже, наверное, заметили, что почти всегда мы либо добавляем в блюдо, либо украшаем кунжутом. Вот они очень любят. Некоторые, вот, например, мой муж, вот всегда его сую, он не сравнить больше не с кем, он иногда вот в бокомбап или еще куда-то, он прям сует очень много, 2-3 столовые ложки перемешивает, ему это очень нравится. Ну, а я, как уже и сказала, я люблю казинаки, поэтому люблю брать свежий такой кунжут, хороший, качественный, мешать с медом и с кунжутным маслом, получается очень вкусно. Продолжаем. Четвертый вид мороженого Бибибик, это вкус данхобак, то есть сладкая тыква. Вот такая вот тыковка. Я отварила себе половину, не отварила, я на пару приготовила. И, если честно, из всех 5 видов мороженого Бибик, больше всего я не хочу пробовать именно это, потому что, если вы следите за моим видео, то вы уже знаете, насколько я не люблю тыкву ни в каком виде. Но немножечко все равно мне придется сегодня попробовать. Вкус обычной сладкой тыквы. Очень неприятно. Не в обиду тем, кто любит тыкву. Конечно же, она полезна и все такое, но не люблю я ни тыкву, ни сладкую картошку и ничего такого, что напоминает вкус тыквы. Так, данхобак. Оно тоже немножко у нас заледенело, превратилось немножечко в лед, покрылось, точнее, льдом. Вот такая вот штучка желтенькая. Ну, такой приятный цвет. Не пахнет прям тыквой, просто пахнет молоком застывшим. Так, будем пробовать откусывать. Вот до этого я, когда показывала вам предыдущее мороженое, там был ярко выраженный именно и сахар, и молоко, молочный вкус. Здесь прям тыква тыквой. Прям я кусать больше не хочу. Хочу показать вам внутри, что сейчас ложечкой уберу. Вот, смотрите. Кусочки тыквы. И плюс желтое, оно, конечно же, тоже из того, что сделали тыквенное пюре и смешали с остальными ингредиентами. Те, кто любит тыкву, кушает ее не так, как я, то, я думаю, вам очень понравится, потому что это прям реально тыква. Даже не чувствуется, что это какое-то мороженое, что туда что-то добавляли. Именно вот прям очень ярко выраженный вкус тыквы. Вот этот данхобак, сладкая тыква, это единственное мороженое, которое на 100% показывает свой реальный вкус и реально соответствует тому, что нам обещают производители, то, что написано на упаковке. Реальный вкус тыквы. Не знаю, я не люблю, поэтому, может быть, даже здесь и есть какой-то еще вкус, но во рту у меня только вкус тыквы. Знаете, я ошиблась. Я дала мужу, чтобы он укусил, потому что я не хочу. Чтобы показать вот эти кусочки, о которых я вам говорила, это оказалось не тыква. Это оказалась вот такая вот красная отварная фасоль. То есть здесь микс. Я тоже что-то с первого раза не обратила внимания. Сладкая тыква и отварная красная фасоль. Кстати, корейцы очень-очень любят тыкву. Они любят готовить и каши из тыквы,
И добавлять даже вот кимчи с мясом некоторые, когда жарят, либо готовят суп, они добавляют прям большими такими кусками тыкву. Очень не любят. И в Корее, кстати, очень много видов разной тыквы. Так, ну и последнее мороженое. Бибибик. Это, кстати, новинка. Вкус индийской полыни. По-корейски это означает сук. Вышло в этом месяце это мороженое. И, кстати, нашли мы его вообще с горем пополам. Мы вчера весь вечер, чуть ли не до ночи, объездили весь наш город, все магазины, и вот еле-еле нашли вот это вот мороженое. Думаю, что из всей линии мороженого Бибибик это самое необычное, потому что вкус зелени мороженым будет. Очень хочу быстренько открыть и посмотреть, мне очень интересно. Кстати, вот она, это индийская полынь, как я сказала по-корейски сук, вот так выглядит. Она немножко у нас уже обиделась, пока мы снимали видео. Немножечко тепло дома. Гадость такая, ужас просто. На вкус. Я даже не знаю, мы когда были маленькие, в детстве собирали разные цветы во дворе и траву, и иногда ее пробовали, вот то же самое, это вкус. Очень невкусно. Неприятный привкус во рту. Так, вот оно мороженое со вкусом индийской полыни. Такого вот постельно-зеленого цвета. Нет никакого специфичного запаха. Мороженое, вкус, точнее мороженого, совершенно не похоже на вкус вот этой вот травки, муравки. Сама трава реально, она очень невкусная, а мороженое мне очень нравится. Кстати, сейчас. Вот кусочки тока. Если вот вам видно, надеюсь, оно зеленого цвета. Сам ток тоже сделан из вот этой травки. И когда мы пробовали мороженое со вкусом инджольми, сверху посыпано вот это инджольми, а сам ток сделан именно из вот этой вот травы. Вот, видите, зеленая. Так, мороженое мне очень нравится. Конечно, совсем отличается. Это что-то новое, это что-то необычное. Если честно, я не понимаю, чем оно может быть полезно для здоровья, так как корейцы считают. Это просто очень вкусно. Реально, это мороженое тоже заслуживает такую твердую пятерку, оно очень вкусное. Оно в меру сладкое. Вкус напоминает сливки с сахаром. Совершенно вот ни 1 грамма, ни 1% нету вкуса вот этой вот травы. Мне очень нравится. По поводу вот этой вот травки, вот этой вот полыни индийской, в восточной медицине считается, что она очень полезна, точнее применять ее очень полезно при высоком давлении, либо при вот женских каких-то проблемах. Оно очень полезно. И растет оно в горах, таких невысоких горах. И, кстати, в магазине вот так вот в свежем виде найти супер тяжело. Так как бабушки корейские очень любят ходить в горы, считается вообще в Корее поход в горы это официальное занятие спортом. И вот пожилые люди очень любят ходить именно в горы, и бабушки во время таких прогулок просто сметают на своем пути всю эту зелень, все, что они видят, вот именно эту полынь, поэтому очень тяжело найти в магазине. Ребята просто не успевают собирать ее в горах, потому что бабушки уже там прошлись. В общем, из всех видов мороженого Бибибик больше всего мне понравилось именно вот это мороженое. Оно реально очень вкусное. Все в меру. Нет никакого ни вкуса неприятного. Ну, лично для меня, да, если сравнивать с тыквой или со вкусом инджольми. И сахар в меру. И молоко прям очень сильно чувствуется. И ток очень вкусный внутри. В общем, из всей серии мороженого Бибибик для меня фаворит именно этот. С индийской полынью, со вкусом индийской полыни. Вообще, знаете, в Корее мороженое любят очень сильно и абсолютно все. Неважно, дети это, либо взрослые, либо пожилые люди, они очень часто его кушают, и поэтому в Корее огромное множество видов мороженого и вкусов, и форм, и вот именно ингредиентов, которые добавляют, да, вот как мы сегодня узнали, мороженое с тыквой, я бы никогда не подумала, что есть вообще не то, что есть, а можно придумать вот такое вот мороженое, добавить туда фасоль, либо тыкву, либо зелень какую-то. Это очень необычно, но, конечно же, это в стиле Кореи,
Корейцы любят все необычное, удивлять они очень любят, поэтому если вы будете в Корее, то я думаю, вы очень сильно удивитесь тому, насколько много видов мороженого есть в Корее. И, конечно же, если будете здесь или вы уже здесь, то попробуйте обязательно вот такую вот линейку мороженого BB Big. Думаю, что нужно, конечно, попробовать, потому что это необычно. Как говорят корейцы, это полезно. И где еще, как не в Корее, пробовать мороженое со вкусом тыквы или какой-то горной зелени. Так что пробуйте, потом пишите мне в комментариях, если, может быть, вы уже пробовали. Этот вид, конечно же, нет, вряд ли, это новинка в этом месяце вышла, но, может быть, вы пробовали со вкусом тыквы, либо фасоли, либо вы попробуете вот в ближайшем будущем, пишите, мне очень интересно будет почитать именно ваше мнение, ваше отношение к такому виду мороженого, одобряете вы это или нет. Хотели бы вы это попробовать или нет? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк к видео, если оно вам понравилось. И, как всегда, напоминаю, пишите обязательно в комментариях, если вдруг вас что-то интересует, вы хотите о чем-то узнать в плане Кореи, я обязательно сниму видео и расскажу вам все о мельчайших подробностях. Всем пока-пока!